Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и сегодняшний мой собеседник, главный редактор издания «Нефтекапитал» Владимир Бобылев. Здравствуйте! Здравствуйте, Максим. Британия готовит провокации с танкерами теневого флота, передает разведка Российской Федерации. Лондон готовит некие провокации, которые должны служить к тому, чтобы произошли аварии, разливы нефти, чтобы доказать, что теневой флот опасен и ему нужно закрывать дорогу. Владимир, о чем конкретная речь? Где они, собственно, собираются ловить теневой флот? И как они определяют, что флот-то теневой? Он же теневой. Ну да, на самом деле теневой флот такая штука, он вроде бы как бы есть, но в то же время его и нет. Ну, собственно, Британия давно пытается бороться с российскими поставками нефти, и, наверное, может быть, они придумали довольно неплохую идею, потому что именно через Балтику проходит две трети примерно трафика российского нефтяного экспорта, теневого, не теневого, ну, вот в основном вот так. В принципе, ударить по теневому флоту, который в основном как раз там и ходит, это, наверное, идея достаточно свежая. Тем более, что усилиями европейцев, которые накладывают санкции уже на отдельные корабли отдельных капитанов, теневой флот сократился, ну, судов где-то, наверное, на 400, что, в общем-то, уже тянет на серьезные цифры. Ну, а дальше действительно, в принципе, можно попробовать сделать следующее. Совершить какую-нибудь провокацию с судном, которое относится к теневому флоту, и, воспользовавшись моментом, ужесточить, там, я не знаю, условия прохождения судов через Балтику, там, внести изменения в морское какое-нибудь право, или, может быть, просто начать перехватывать эти суда, дескать, они слишком опасны и в техническом, и в экологическом плане для акватории, внести изменения там, в правила прохода судов, там, не допускать там, к регистрации суда там, танкера старше там, 20, там, 15, 5, 3, неважно, лет, то есть воспользоваться моментом и запретить всем все. Можно ли это сделать технически? Ну, в принципе, наверное, можно, потому что если этим займется Великобритания, их наверняка, и британцев наверняка поддержат и другие страны, которые так или иначе находятся в этом регионе. С удовольствием, наверное, это сделает Дания. А Прибалтика как обрадуется, наверное, вообще говорить не стоит. Ну и Польша, я думаю, тоже как-то в этом поучаствует. А дальше вопрос в том, удастся ли вовремя остановиться, потому что прямые какие-то угрозы и физическое воздействие, ну, это уже тянет на объявление войны, и Балтика опять заполыхает, как это было, собственно, и в Первую, и во Вторую мировую, когда все проливы были завалены минами, когда торговые суда ходили в сопровождении там, эскорта, потому что было опасно возить руду, уголь, продукты, пассажиров, да что угодно. Авиация бомбила все, что плавало. В общем, это был, конечно, ужас. Собственно, если какая-то из стран, которых я перечислил, попробует как-то физически воздействовать на какое-либо судно, тут возникнет целый ряд вопросов. Принадлежность судна, под каким флагом входит, чей был груз, какая команда, и кто в данном случае почувствует себя обиженным для того, чтобы достойно ответить. Ну а поскольку все те страны, которые я перечислил, так или иначе являются членами НАТО, то, в общем, любое неосторожное движение в текущей не самой спокойной обстановке и война между Россией и НАТО на Балтике перестает быть химерой и становится вполне реальной. Ну, мы уже видим, что британцы потихонечку как бы дорожечку прощупывают. Вот, например, несчастный танкер Каал, который взорвался в порту Усть-Луги, у которого там в ходе
исследований нашли аж 3 дырки от взрывов. И, собственно говоря, этот танкер, который был взорван прямо в порту Усть-Луга у причальной стенки, то есть, ну, явно это произошло не случайно, это факт такого прям внешнего воздействия. В принципе, может быть, конечно, если Британия таким образом как-то попугает страны, которые предоставляют свои флаги для судов, которые перевозят российскую нефть, может, кто-то действительно на это попадется и перестанет предоставлять свои танкера для этих перевозок. Ну вот Греция, например, уже заволновалась, когда в результате падения цен на нефть стоимость Юрлс оказалась ниже потолка, греческие судовладельцы радостно побежали к своим юристам и начали запрашивать, вот цена-то упала ниже потолка, это значит, мы дальше можем возить российскую нефть, мы с удовольствием, нас все устраивает, ставки фрахта высокие, мы готовы, нам все нравится. Вот. А сейчас вот немножко подиспугалась Панама, которая очень любила предоставлять свой флаг огромному количеству различных судов, причем зачастую таких, которые, как они вообще в море не тонут, большой вопрос, но тем не менее. И испугавшись там, вторичных санкций и новых пошлин Трампа, Панама стала очень избирательно подходить к выдаче своих флагов для вот этих вот судов, которые могут потом быть использованы в теневом флоте. Поэтому я думаю, ну, действительно, на Балтике нашим судам и нашим командам, которые ходят под разными флагами, но с нашим грузом, придется привыкать к тому, что, как во времена Холодной войны, стоит ожидать любых провокаций, которые при довольно неосторожном поведении могут привести к тому, что на Балтике может вполне начаться совершенно полноценная война. Опять-таки, мы видели попытки задержания теневого флота, но, тем не менее, когда некоторые судна начали сопровождать наши корабли, либо на попытку досмотреть судно прилетал вертолетик, почему-то все разбегаются, и попытки какого-либо сопротивления или настойчивого досмотра не проявляют. Реален ли конфликт, осилят ли они его? Интересный вопрос. Наверное, тут дело и в менталитете, потому что, по-моему, Европа в глобальном смысле до конца не верит, что Россия может ответить. То есть какие-то действия, предпринимаемые против России, там, против ее политики, против нефти, энергоресурсов и так далее, в достаточно большом ряде случаев не получает достойного и жесткого отпора. И в результате складывается такое ощущение, что а давайте вот попробуем вот здесь еще нажать и посмотреть, как они отреагируют. Ага, никак не отреагировали. Отлично, тогда мы еще вот тут поддавим, вот тут заберем, а вот тут поставим их в неудобное положение. И посмотрим, что будет. Опять ничего. Тогда идем дальше. И здесь такая вот действительно получилась классическая ситуация. А давайте мы задержим их танкер. А давайте. Ой, оказывается, у танкера есть военный эскорт. Давайте тогда не будем. То есть, получается, если не доводя до, там, я не знаю, обмена уже артиллерийскими или ракетными ударами, вот как бы демонстрировать, что вот эти вот какие-то наглые проявления, эти пробы сил получат вежливый, но жесткий отпор, я думаю, что, скорее всего, это может на какое-то время проблему решить. И вот эти все безумные инициативы как-то пресечь. И, по крайней мере, обсуждать их только в теории, без попытки реализовать на практике. Не Европы единой. Наш теневой флот в основном-то пасется ближе к Азии, хотя и тоже бегает по территориальным водам Европы. В Азии ему что-то грозит? Есть ли какие-нибудь риски? В Азии пока ему не грозит ничего, более того, его там хорошо принимают, потому что в Азии теневой флот – это, собственно говоря, тот самый флот, который доставляет нефть
прежде всего в Индию, потому что никаких нефтепроводов из России в Индию через Гималаи, к сожалению, не проложено, поэтому все возится морем. Ну, соответственно, кое-что доставляется в Китай, потому что Китай второй по величине покупатель российской нефти, и, соответственно, обеспечить все эти потребности за счет имеющихся нефтепроводов и железнодорожных поставок, ну, технически невозможно. Поэтому, да, в Китай тоже возят морем, тоже теневым флотом, и, собственно, там пока никаких проблем не возникает, потому что в зоне интересов этих двух стран, собственно, которых мы в любом случае можем назвать морскими, их пока устраивает то, что происходит в их морях, в том числе с поставками российской нефти, усилиями теневого флота. Поэтому здесь пока беспокоиться особо не о чем. Вот если вдруг полыхнет между Китаем и Тайванем, и в этом регионе будет еще пастись какой-нибудь шестой американский флот со сворой крейсеров с управляемым ракетным оружием и атомным авианосцем и так далее. Ну вот, наверное, тогда можно будет начинать беспокоиться. Другой вопрос. А вот эти вот информационные интервенции, они способствуют росту цен на нефть? Может, там образовывается где-то дефицит, и российский бюджет что-то дополнительное получит? Ну, что касается российского бюджета, то, наверное, особо надеяться тут ничего не стоит. Минфин тут уже подсчитал, что нас ждут очередные потери, вызванные падением цен на нефть, крепким рублем. Ну, а цены на нефть, они уже привыкли спокойно реагировать на происходящие события. Ни заявления Трампа по поводу там, пошлин на российскую, пошлин для Индии за покупку российской нефти, то есть вот это вот все на цены нефти особо не влияет. Она пытается так изо всех сил закрепиться где-нибудь выше 70 и потом опять устала откатывается в 68-69. Я прошу обратить внимание на то, что когда ОПЕК заявил о очередном увеличении добычи, фактически о выходе из вот этого многолетнего плана ограничений добычи, нефть так вяленько так попыталась взбрыкнуть, но не сильно, и тут же откатилась обратно. Ну, собственно, на энергетическом рынке баланс сейчас сложился таков, что должно произойти что-то из ряда вон выходящее, чтобы нефть как-то энергично отреагировала на происходящие события. Ну и плюс ко всему, то, что делает Трамп, да, действительно, сначала рынки на это реагировали нервно, а сейчас это напоминает историю, вот старую эту притчу про мальчика, стада и волка, когда он несколько раз поднимал ложную панику, а в итоге ему перестали верить. Вот есть такое ощущение, что ко всем заявлениям Трампа, даже самым таким шокирующим, все стали относиться с легким таким ленинским прищуром, дескать, сказал, хорошо, мы впечатлились, а теперь давайте подождем и посмотрим, правда ли это. Владимир, большое спасибо за комментарии, друзья. Подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Не забывайте подписываться на телеграм-канал Нефти Капитал. Рекомендуем. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч.